Привет! Меня все еще зовут Маша, и я учитель английского. Сегодня я расскажу про условные предложения conditionals, а именно о нулевом и первом виде. Всего условных предложений, то есть этих самых conditionals, бывает 4 вида. Нулевой, первый, второй и третий. Нулевой и первый виды – тема нашего урока сегодня. Это предложения о возможных, вероятных событиях в настоящем и будущем времени. Для начала поделюсь своими наблюдениями о дожде, а потом посмотрим, как я использовала условные предложения. When it rains, the grass gets wet. Also, when it rains, it's nice to sleep. Sometimes when it rains, you can hear raindrops hit the roof. If it rains tomorrow, I'll have to take an umbrella. I'll go for a walk in rubber boots if it rains at the weekend. Давай проверим новые слова. Wet – мокрый. Raindrops – капли. Roof – крыша. Rubber boots – резиновые сапоги. Видишь во всех предложениях две части. Есть какое-то условие. Его вводит союз when или if. И его возможное последствие. Это вторая половина предложения. Заметьте, что эти части могут идти в разном порядке, и вовсе не обязательно начинать с части if или when. Внимательный зритель уже, наверное, заметил, что в большинстве предложений обе части стоят в настоящем времени, present simple. Итак, это так называемый zero conditional, или нулевой вид. Посмотрим про него подробнее. Нулевой conditional нужен для того, чтобы рассказывать о фактах, наблюдениях, правилах и законах. Обе части описывают то, что происходит обычно, и для этого мы используем настоящее время, как в моем предложении. When it rains, the grass gets wet. В обеих частях я использую настоящее время present simple. В истории про дождь также затесались два предложения, где используется будущее время. Это предложение типа first conditional, то есть условное предложение первого типа. А теперь внимание! Этот тип предложений о будущем времени, то есть с его помощью можно объяснить, что, как вы думаете, произойдет в будущем при каком-нибудь условии. Удивительное дело, но, несмотря на то, что обе части предложения рассказывают о будущем времени, после if или when не используется слово will, а используется форма настоящего времени present simple. Кошмар, но это необходимо запомнить. После if или when никаких will. Итак, условные предложения первого вида рассказывают о возможных вещах, которые, скорее всего, произойдут в будущем. После слов if или when сразу не ставится will, но используется во второй части предложения. Условные предложения первого типа делаются так. If или when, дальше present simple, то есть настоящее время, а во второй части предложения может быть will, ну и любой глагол. А теперь тренировка. Скачать это упражнение ты можешь по ссылке под видео. Закончи эти условные предложения с помощью глаголов, которые даны в скобках. У тебя получится условные предложения нулевого или первого вида. Не забудь подписать около каждого 1 или 0. Останови видео, чтобы сделать упражнение самостоятельно. А теперь давай проверим. If you ask your English teacher about conditionals, she will tell you the rule. If you ask your maths teacher about conditionals, he will be surprised. If your mom makes you a strawberry soup for lunch, will you eat it? When you see a big angry dog, it is better not to talk to it. When you fall asleep at night, elves come out. If you watch 3 long films, one after another, you surely will get a headache. When people drive, they must remember about many things. If you eat your breakfast slowly, you might be late for school. When children read books in English, it is fantastic. If your cat likes spaghetti with cheese, it's a strange cat. Имей в виду, в части предложения, которое начинается со слов if или when, не используется слово will. Следующее упражнение. Здесь тебе нужно использовать свои идеи, чтобы закончить предложение. А теперь нажми на паузу, чтобы у тебя было время это сделать.
Наверняка у тебя получились другие предложения с другими идеями, но проверяй внимательно грамматику. If I eat a lot of hamburgers, I'll be very strong. I'll have a cup of tea when I get home tonight. What will I eat if my mom stops cooking? If I leave my pencil at home, I'll ask you for another one. Ice bats can only sleep when it's hot. I will speak English really well if I watch a lot of English videos. Tomatoes will grow faster if you water them regularly. When people learn new things, they get more clever. I'll wash the dishes if my mom asks me to do it. If you try banana ice cream, you will like it. Надеюсь, что в этом видео мы помогли тебе разобраться, как пользоваться нулевым и первым видом условных предложений. В следующем видео я расскажу, как пользоваться вторым и третьим видом условных предложений. Удачи!